Чтобы сделать мразь, искали характерного персонажа. Как у нас говорят, нормальный пацан. Ты же нормальный пацан. Чё нормальный пацан? Ты таких нормальных пацанов где видел, нахуй? Я абсолютно нормальный, дядя. Короче, спецпроект «Мразь» должен был сработать по принципу «дурной пример заразителен». Понятное дело, америкосы действовали через разведку в Киеве, а уже оттуда выходили на связь с агентами по областям. В основном это был Донецк и Луганск. Там нормальных пацанов всегда хватало. В процессе многие агенты и участники проекта поисчезали бесследно. Далее поиски переместились в Запорожье. 2013 год. Запорожье. Агент Владислав Левартовский получает задание завербовать нормального пацана. Тогда мне было не до проекта. Проблемы с женой, лень. И, честно говоря, не знал, как решить эту задачу. Рамиль сразу заинтересовался и легко убедил меня, что знает, как все сделать. Тем более, что под это дело выделялись деньги. Рамиль Столиваров, 29 лет. Сын афганской психопатки и украинского портного. За неуспеваемость и хулиганство исключен из школы в 9 классе. Судимый. В возрасте 23 лет попадает на крючок спецслужб. Рамиль выходит на связь со старым знакомым Борисом Бруем. Борис Бруй, 27 лет. Преподаватель в музучилище. Абсолютно никакой беспонтовый субъект. А так я могу улыбаться, рассказывать. При всей своей бездарности мечтает сделаться популярным. Немного обратимся к прошлому. Рамиль и Борис всегда соревновались, кто круче. Кто больше подтянется, кто больше отожмется, у кого круче тёлки, кто пойдет на тусовку со старшеклассниками. Рамиль любил приключения. Погулять по крышам, поиздеваться над старухами. А у Бориса была гитара. Тёлкам это нравилось. Рамиль всегда очень сильно завидовал, когда Борис имел успех и показывал, какой он классный. Но, между нами говоря, Борис пел говёные песни. У него были очень хорошие песни. Он был гордостью нашей школы. А Рамиль, я о нем и вспоминать не хочу. В старших классах проходил конкурс «Любовь с первого взгляда». И, насколько я знаю, мальчики опять поспорили, кто победит. У Рамиля в тот день выскочил прыщ на носу. И ни одна из девочек его не выбрала. Победил Боря. Рамиль рассвирепел, произошла потасовка. И вскоре мы исключили его из школы. Эту надпись нашли в школе номер 69. Она плохо сохранилась, но в нашей лаборатории мы смогли восстановить ее. Экспертиза дает понять, что надпись соответствует тем далеким событиям. По анализу почерка это стопудовый Борис. Рамиль конкретно пошел по криминалу. Он фигачил контрабанду в международных масштабах. Спецслужбы пришпиливают его и начинают прессовать во все щели. Борис после школы заканчивает музучилище. Позже его нанимают горбатиться преподавателем. Но Борис всегда хотел на большую сцену. Спустя десяток лет появляется Рамиль и обещает сделать Бориса суперзвездой. Особенностью проекта был препарат ХЗ-13. Американская разработка, повышающая уровень лидерских качеств и харизмы. Препарат широко использовался в 20 веке. Все хорошо помнят, как под воздействием препарата ХЗ-13 Джон Кеннеди уделал Ричарда Никсона на предвыборных дебатах в 60-м году. Такой же пример – это победа Вити Януковича на президентских выборах в 2010 году. По сути, в основе препарата лежит довольно старая формула. Еще при Линкольне ее использовали в США. Оттуда ноги и растут. Оба Кеннеди, Мартин Лютер Кинг прибегали к использованию препарата для достижения своих целей, несмотря на опасность. Есть большая вероятность того, что покушение на них – это следствие приема препарата. Это как побочный эффект, но это касается исключительно западных лидеров.
Что касается наших Хрущева, Горбачева и Януковича, то их просто сгоняли с поста. Покушения им были не страшны. А что касается проекта «Мразь», конечно, здесь формула была значительно изменена. Из аудиодневника Рамиля. Я не верю ни в какие препараты. И вообще никогда не верю. Я ненавижу Бориса. Он бездарный и мелкий прыщ. Я выставлю его на посмешище, а затем покажу, на что способен. Рамиль в натуре хотел обосновать всему миру, что он пацан нормальный. Он придумал интересный способ избавиться от давления спецслужб. Но об этом позже. А пока Рамиль обворовывает исследовательский институт. Он перевозит необходимую аппаратуру в здание котельной станции на Павло-Кичкасе. Как показали наблюдатели, Рамиль постоянно таскал туда пакеты с просроченным рисом, а также эротические плакаты с азиатками. Тем временем спецпроект «Мразь» в разгаре. Новая встреча с Борисом давала Рамилю возможность отыграться за прошлое. Борис соглашается на эксперимент. Роковая ночь. Борис принимает препарат. На теле проявляются татуировки. Боря становится мразью. Скому надо сбить. Если пидор заебал, первым бей козла по пасти. Фарту тебе в этом, мастер. Если пидор заебал, первым бей козла по пасти. Фарту тебе в этом, мастер. Самое главное в жизни — рвать и драться. Крысу нужно наказывать и истреблять. Вывел крысу, накажи, затем истребли. Ко мне пришел этот придурок Рамиль и говорит, что у меня есть какой-то суперпроект, в котором я должен поучаствовать и вложить некоторые суммы денег. Я удивился, потому что он Бориса с детства не любил, при том, что Борис был вообще никакой. А Рамилю вообще с детства медведь ухо топтал. Но каким-то образом он меня уговорил. Обещанную аппаратуру так и не подвезли, поэтому снимали на телефон. Ребята вели себя очень странно. Я сразу понял, что меня обманывают. Рамилю даже пришлось вернуть мне деньги, чтобы сделал монтаж нашей записи. Потом уже оказалось, что он занял в 3 раза больше денег у моей матери. Еще в это время с моей квартиры пропал телек, микроволновка и Sony PlayStation. Мы культурно отдыхали. Появился Рамиль. В руках у него была демозапись. Сразу было понятно, что сделано на хип-хап, и будут проблемы. Рамиль убеждал, что все будет нормально. Это демо. Я сказал ему, спрячь ее подальше и никому не показывай. Уже на утро видео гуляло по всему интернету. Борис взрывает интернет. Всем сносит башню. Я ширяюсь проституткой, я имею геморрой, я имею сифилис, имею спид. Я был трижды осужден по 117 статье. Я для общества отброс и паразит. Я тифозник, я козел, я семью свою извел. Я помог соседке лечь пораньше в гроб. Я пишу на всех доносы, я страдаю от тоски. Я снуюсь в вонючей хате, словно клоп. Я мразь. Я мразь. Случилось тотальное помешательство. Весь мир тащится от мрази. Что тут сказать? Расчеты были выполнены на высочайшем уровне. Сработало лучше не бывает. Рамилю все это не понравилось. Он просто хотел посмеяться над Борисом. Во время съемок он подходил ко мне, постоянно шептал на ухо: «Посмотри на него, это же полный лох». Успех Бориса душил его сильнее самой большой жабы. Борис реально отжег. В дирекции киевской разведки по-новому смотрят на проект. Агента Левартовского отправляют нахер в отставку. К Борису представляют наблюдательницу Виту Стрельчук, самого матерого агента в Украине. Бориса прячут подальше от людских глаз. Рамилю решают надрать задницу, но тот успевает скрыться. Борис не по-детски впечатлил Эминема. Деньги – вот та причина, по которой дирекция в Киеве быстро вышла на связь с американским артистом. Эминем поставил условия. Если Борис действительно такой злой, мы будем с ним сотрудничать. На что Борис ответил: Дебилы. Ответ понравился Эминему. That was good.
было решено срочно организовать концерт. Эта надпись в подъезде Бориса наверняка сделана в этот период. Тем временем у Бориса начинаются проблемы с церковью. Это обманщик, это зло воплощенное. Я нюхал как пылесос, бухал и жрал димедрол. Зачем вы славите дьявола? Это его музыка. Не воровка, не шалава. Слова такого она раньше не знала. Не воровка, не шалава. Все, что вы сейчас слышите, это вот как раз то, что запрещали древние. Ходят слухи, что от текстов Бориса падали даже самолеты. Поднялся уровень преступности, и все это за несколько дней. Но, конечно, больше всего успех Бориса бесил Мерлина Мэнсона. Борис действительно мразь. Он отнимает всех моих поклонников. Я хочу одного, чтобы он сдох. Рамиль делал вид, что он великий ученый. Постоянные кошки-мышки со спецслужбами надоели ему. В свое время они его доставали в Воронеже, Афганистане и даже на Северном полюсе. Рамиль решил скрыться от них раз и навсегда. Рамиль скрывается на заводе «Супертрансформатор», что на Бабурке. Там он держит в заложниках корейского инженера Ли Кум Ки. Тот расширял Днепрогэс еще в 1972 году. 33 сеанса облучения. И двух его сыновей. Оказалось, Рамиль заставлял их сварганить телепорт, чтобы скрыться от спецслужб в Бразилии. Все увидят, на что я способен. Я создам этот аппарат и скроюсь. Жаль, конечно, там, куда я отправляюсь, никто не узнает о моем изобретении. Конечно, телепорт ни хрена не работал. В ходе исследований погибают Ли Кум Ки и его сыновья. В это же время готовится самый большой концерт в истории человечества. Весь мир хочет видеть Бориса. Заказов на билеты столько, что, кажется, придется зафигачить стадион размером с город. На фоне тех событий за Борисом начинается настоящая охота. ЦРУ требует притащить его в США. С этой целью в Запорожье были направлены специальные агенты Чоки Моки и Боб Рамштайн. Правительством США было решено изучить воздействие препарата на Бориса. При определенных условиях его надлежало клонировать. Планировалось ляпнуть квартет сразу из 4 Борисов и запустить ансамбль в Восточной Европе. В это же время на другом фланге организована срочная инквизиционная бригада. В нее входили 3 священников: Андрей Шевченко, Киев, Охлобыст Иванов, Москва, и Пепе Альбертаци, чемпион Ватикана по борьбе с темными силами. Цель бригады – полное устранение мрази в лице Бориса Бруя. В Киеве вмешательство извне оказалось не по нраву. Вита Стрельчук получает задание любой ценой оставить Бориса на территории Украины. Летом 2013 года охотники прибывают в Запорожье. Мне понравилась идея с клонированием. Я решила сделать своих клонов и запустить их по разным районам города. Некоторое время это неплохо срабатывало. Также, чтобы запудрить мозги нашим гостям, мы с Борисом постоянно перемещались по городу. Каждый день менялось по 3-4 квартиры. Мы практически не ели и не спали. Через 10 дней мы измотались, да не могу. Что касалось гостей, у них в натуре был сложняк. Во-первых, это те самые нормальные пацаны. Во-вторых... Метамфетамин, марихуану и метадон. 7 мешков марихуаны, оружие и боеприпасы. В конечном счете и агенты, и священники пропали окончательно и бесповоротно. Спецпроект «Мразь» захлебывался в собственной рвоте. Из управления поступил звонок. Напряжение спало, можно было отдохнуть. И тут мы заснули, как медведи под снегом. Это была ошибка. Проснулась я связанная от того, что в рот мне впихивают кляп. В тот вечер я в последний раз увидела Рамиля. Он достал нож, разбудил Бориса и стал рассказывать. Я, говорит, воровал, я обманывал, я подставлял, из кожи вон лез. И кто я теперь такой? Да меня все вертели. А ты, говорит, побрынчал, помычал, и все, ты звезда. И все благодаря мне.
Нигде слова благодарности. Затем Рамиль зарезал Бориса. Я бы назвала эту историю Моцарт и Сальери «Нормальные пацаны». Смерть Бориса держали в секрете. Тело прятали в этом холодильнике. Никто не знал, что делать. Целую неделю мы гоняли этого вашего Аладдина по области. Орехов, Токмак, Гуляй-Поле, уберите. Поймали этого засранца в Мелитополе. Давай, стоять! Стоять, я сказал! Ай, блядь! Сука, здесь в камне! Не сык, баблу! Сука, взяли. Ну, рубай нахуй. Ну, бля, мужики, что мы возимся? Оформили его, забираем. Дайте насладиться моментом. Ну что, Аладдин? Че грустный такой? Я лампу потерял, а? Слушай, я угораю, честно говоря. Ну всем посрать и обосрался, да? Фоточку сделай мне. Видео не снимай. Хорош трындеть, машина уже приехала, веди его. Когда мы его закрыли, немного попозже он повесился. Прямо в камере. Многие тогда еще шутили, мол, телепортировался. А потом, без всяких экспертиз, похоронили его на старом заброшенном кладбище. Теперь, наверное, никто и не вспомнит его могилу. Самое интересное. В тот вечер, когда Рамиль повесился, тело Бориса не оказалось на месте. Теперь ясно, что он ушел на своих двоих. Была ли это мистика или реакция организма на препарат, остается загадкой. Начались поиски. Через 2 недели Бориса заметили на рынке в Стамбуле, но он сумел скрыться. По большей части действие препарата ХЗ-13 нейтрализовалось вследствие клинической смерти Бориса. Хотя явные перемены в его личности остались неизменны, о Борисе быстро позабыли. Появились новые звезды интернета. Спецслужбы долгое время пытались найти этого козла, но безуспешно. Смена власти привела к закрытию спецпроекта «Мразь» и рассекречиванию всех материалов. Сейчас Борис работает на кухне в Азербайджане и явно что-то замышляет. Эти ебаные гении. Их постоянно, сука, нет. Ну как есть, ну. Никуда, блядь, быстро деваться. И дурить никого нельзя. Ну как можно, ну. Накажут. Накажут. Остается честным путем. Честным путем. Честным путем. Верите или нет, наша история подходит к концу. Но зритель не должен расстраиваться. Дальше будут новые офигенные истории, новые спецпроекты. Новые Моцарты и новые Сальери. Потому что человеческая мразь бессмертна. Короче, скучно не будет. И напоследок. Мы долго не могли найти могилу Рамиля, пока не обнаружили одну маленькую надпись.